Друзья, брокеры тратят миллионы долларов для того, чтобы вы не могли усидеть на месте и сами совершали ошибки. Более того, вы этого не замечаете и попадаетесь на эту удочку каждый день. Знаете, в чем подвох? В интерфейсе. Более того, люди сами часто усугубляют эту ситуацию, превращая свой торговый терминал в светофор. В сегодняшнем ролике я разберу наглядно, как интерфейс торгового терминала может убить даже самую сильную торговую стратегию. И вы в этом убедитесь. Окей, сегодня мы обсудим важную тему, отвлекающие факторы в терминале. И начнем ее с самого ядра, с торговых индикаторов. Я буду использовать сегодня два: Danchan Channel и канал Кёльтнера. При этом я сразу же покажу вам то, чего делать ни в коем случае не следует. Изначально два индикатора немного сливаются по оформлению, и в этот момент большинство трейдеров начинают их выделять. Кстати, у Кёльтнера поставим EMA на 15 периоде, это повысит проходимость. Далее. Идет пример того, как делать ни в коем случае не нужно. Сейчас вы все поймете. Допустим, верхнюю границу канала красным, ведь это сигнал на продажу. Центральную делаем желтой, чтобы она была заметной. И нижнюю красим зеленой, все-таки с нее начинается рост. Ну и заливка. Куда же без заливки? Что-то яркое, броское, чтобы отличить индикаторы. Теперь принимаемся за Danchan. Человек думает, какой-то он блеклый на фоне Кёльтнера. Начинает его исправлять. Выбирает яркие линии, причем желательно пожирнее, чтобы они отличались от второго индикатора. Ведь главное же это не перепутать. Жирненькие, плотненькие. Задача отделить сигналы одного алгоритма от другого. В итоге делаем очередной светофор обязательно. И, конечно же, не забываем про заливочку. Про заливочку пусть она будет белой. В отличие от предыдущего желтого. Хотя, нет, слишком уж блекло. Давайте поставим оранжевую. Вот так, отлично. Вот, друзья, вот так вот выглядит мой терминал теперь. Да? Изначальную проблему я не решил, зато добавил кучу просто ненужных элементов. Друзья, как с этим работать? 100% видели что-то подобное у других трейдеров. И это гипертрофированный вариант. Убираем заливку нахрен. Любой цвет лишний. Он будет только мешать и занимать место. Мы не используем разные цвета. Зачем держать все это в уме? Один индикатор, один цвет. Самый понятный и нейтральный. Ненавязчивый, но заметный. Белый. Забудьте, пожалуйста, о светофорах. Они нужны на дороге, но не в трейдинге. Повторяем то же самое с Кёльтнером. Заливку нахрен. Забыли про нее. Понятия не имею, зачем она нужна. Зачем на нее вообще отвлекаться. Далее делаем полосы однотипными, монотонными. Можно стандартными синими. Чуть тоньше относительно Данчана. Этого будет вполне достаточно. Смотрите, совсем другое дело. Спокойный, нейтральный график, на котором видно все, понятно все. Я лично прекрасно отличаю полосы и понимаю, где какая. Могу быстро интерпретировать сигналы для своих сделок. В нашей стратегии сегодня будем использовать все линии как уровни. Пробои, отскоки, развороты, классика. Сейчас у нас актив удерживается по центру каналов, сигнал в лонг. В работе будем учитывать все линии равносильно. То есть воспринимаем их как уровни поддержки и сопротивления. Сейчас видим вполне очевидный закреп после короткой коррекции. Поэтому сразу же открываем сделку в лонг. Все видно, все предельно наглядно. Согласитесь, зеленая свечка выше как белой полосы Боллинджера, Кёльтнера, так и Данчана. Вот здесь все прекрасно. Это закреп, то есть слабость медведей, где слабы продавцы, сильны покупатели. И мы присоединяемся к сильным, то есть к покупателям. Друзья, только что я показал вам, как трейдеры сами усугубляют интерфейс, делая свою стратегию похожей на хохлому. Далее мы будем разбирать еще одну сторону этой проблемы, как брокеры именно злоупотребляют такими моментами. Да, то есть торговые площадки сами прямо заинтересованы в том, чтобы отвлекать нас во время торговли. Чем больше визуальных раздражителей на экране, тем хуже для нас. Ведь при рассеянном внимании больше шансов на убыток. А ваша ошибка — это прибыль брокера, правильно? Значит, тут прямая заинтересованность. Мы успеем это подробно разобрать. Сейчас сделка закроется, я сменю график и мы продолжим торговлю.
Интерфейс, настройка индикаторов, бэктестинг – это базис, который должен знать каждый новичок, который пришел сюда зарабатывать. Но вместо этого люди ищут ту самую секретную настройку индикаторов. То есть вместо чего-то, то, что работает, вместо практических знаний, люди ищут секретный какой-то ключ. Открою вам тайну. Волшебный топор не сделает из вас классного плотника, если вы не умеете им пользоваться. Так же и здесь. Друзья мои, если вы ищете проверенный источник информации и качественные торговые стратегии для того, чтобы протестировать это и понять, как это работает на практике, ссылки на мой телеграм-канал оставлены в описании к этому ролику. Переходим и подписываемся. Каждую неделю торговые марафоны с разгоном депозита от 100 до 5000 долларов. Абсолютно бесплатно для любого желающего. Подробности в телеграм, я жду вас, а мы продолжаем. Так, сразу открываемся в лонг. Вполне понятная ситуация, которую сейчас разберем, чуть ближе. Опять закреп у нас выше центральной линии. Это место силы покупателя, от которой пойдет дальнейший рост. В планах торговать до самого предела, можно сказать, что это отправная точка нашей сессии. Ну и пока идет экспирация, обсужу с вами еще проблемы самого интерфейса. На что тут стоит обращать внимание? На то, как дергается свеча. Вверх-вниз, да? По факту на месте, но это уже немного раздражает. Я же как бы рискую деньгами, поэтому меня раздражает все. На цену повлиять нельзя, но чем больше таких стрессовых факторов, тем хуже для меня. Для брокера мы клиенты. При этом существует закономерность. Чем больше мы торгуем, тем выше их прибыль. А когда мы торгуем чаще? Когда мы ошибаемся по сделкам. Ведь велик соблазн отыграться. Понимаете? Тут сделка в плюс, график очень нервный, дерганный. Я не буду вестись на провокации, будем торговать дальше. Чуть-чуть подождем. На растущей свече. Да, прекрасно. Это то, что мне было нужно. Ситуация понятна. Итак, то есть брокерам выгодно отвлекать нас. Стоит сказать, что здесь у Покета неплохой относительно интерфейс, он нейтральный, он не навязчивый. Вы явно видели жесть, которая происходит на других платформах. Какие-то пуши на полэкрана, мигания, какие-то промокоды. Короче, новогодняя елка на весь экран. Я не могу сказать, что это способ привлечь клиентов новых. Допустим, меня это раздражает. Вот. Это для меня так же, как и в казино. Если вы когда-нибудь ходили в казино, видели, как там все мигает, сверкает. То есть, такая задача есть и у брокеров, в принципе. Все мигает, кричит, там, дергает вас за внимание, цену скачут красными, зелеными, кнопки buy, sell. Искусственный интеллект, тут вот линию они добавили, анализ. Нахрен она вообще нужна, непонятно. Окей, очередная сделка в плюс. Давайте дадим этой сумасшедшей паре немножко подергаться. И вот на росте. Ладно. Откат все равно. Ладно, ничего, продолжим тему. Вы когда-нибудь задумывались, почему у пилота самолета интерфейс предельно нейтральный? Там нет мигающих огней, каких-то кричащих светов, каких-то пушей, промокодов, которые там, звука сирен. Потому что от пилота зависят судьбы людей. У многих брокеров обратный принцип. Нужен визуальный хаос, постоянное мигание цен, вот как сейчас на этой паре. Создает все иллюзию срочности. Сейчас или никогда. И все завязано на подсознании. Красный цвет, сигнал опасности, стресса, зеленый, кнопка спокойствия. То есть это работает на подкорке мозга. Вы чувствуете, надо что-то делать, надо куда-то, и в итоге вы это делаете. Торгуете импульсивно, ведясь на провокации. Я уделял большое внимание проблематике психологии трейдинга в своих видео. Можете их пересмотреть на моем канале. А сейчас мы обсудим причины, зачем вообще это нужно. Тем временем очередной удачный трейд. Я даже не думаю, в принципе, пока менять актив этот дерганый. Мне нравится, как он себя действует. Минимум импульсивности в моих принятиях решений мне только на руку. Кстати, обилие валютных пар, других активов, это тоже очень сильно отвлекает людей. Я рекомендую новичкам не использовать больше 3-4. Ладно, задача брокера – нас отвлечь. Не помочь нам заработать, а заставить торговать чаще, больше оборот. Это его материальная выгода. При этом вы
теряете, да, то есть заходите туда, куда не нужно, либо упускаете выгодные сделки. Не потому что стратегия плохая, а потому что среда просто не позволяет. Что же делать? Во-первых, нужно убрать все лишнее с экрана. Отключить звуки, убрать мигание, цен со спецэффектами, если есть. Сделать фон нейтральным, как здесь, либо серым, либо черным, без какого-то цветового давления. Почти на всех торговых площадках есть настройки интерфейса. Как правило, изначально все выставлено на максимум, включены все те самые лишние опции, которые нужны. Отключаем их и уже после этого приступаем к работе. И да, если брокер реально злоупотребляет такими эффектами, можете делать о нем соответствующие выводы прямо сразу. За это я и люблю Pocket Option. Снова фиксируем прибыль. Сейчас слегка повышу риск под конец торговой сессии. Давайте $80. Заработать. График продолжает мигать. Что делать дальше? Дальше мы будем торговать в лонг. Продолжаем исключать импульсивность. Потом введите правила холодного старта. Никаких решений в первые 15 минут у терминала, только наблюдение. Пусть мозг выйдет из режима быстрой реакции и перейдет в режим анализа. То есть погрузитесь в мир торговли, сформируйте вашу устойчивость. Охладитесь. Понаблюдайте, что происходит, как происходит. Не спешите, рынок никуда не денется, он здесь. Все было, все будет, все есть. Может быть, вы видели видео, где люди открывают сделки прямо на ходу, лихо доставая смартфон с открытым терминалом на экран, ту-ту-ту. Я не понимаю, как так. Без какого-то изначального анализа, невозможно. Ты можешь ловить серию удачных сделок, вот как я сейчас, но открыть на телефоне и сразу же открыть сделку по анализу предыдущей свечи, фиг его знает. Запомните главное, рынок не враг, и брокер не союзник. Ваш интерфейс – это не просто картинка, это пространство для решений. Мой прошлый выбор оказался ложным, вовремя не понял, что актив уже у верхней границы Кёльнера. Давайте еще одну сделку, исправимся. Мне нужно было дождаться закрытия предыдущей, вот здесь вот, и уже оттолкнуться. Это, да, очевидный разворот. Вот. Чуть-чуть заболтался, заигрался. Трейдинг без ошибок невозможен. Я этому и учу вас, поэтому наша задача только свести их к минимуму. Я как раз показываю вам именно так все. Рынок без каких-то прикрас, без каких-то сказок. Пока идет экспирация, итог. Черта. Ваш торговый терминал должен выглядеть не как игровой автомат в казино, а как приборная панель в самолете. Скучно, нейтрально, но ваша задача не реагировать на интерфейс, а принимать решения на основе своего конкретно плана, своей торговой стратегии. Без отвлекающих факторов и с максимальным фокусом. Сделайте свой экран скучным, и ваша торговля станет гораздо прибыльнее на длинной дистанции, друзья. Я тем временем закрываюсь в плюс. В принципе, неплохо. Думаю, что можем подвести сегодняшние итоги. Итак, друзья, рынок это просто цифры. Рынок не добрый, рынок не злой. Все только в вашей голове. Поэтому не засоряйте свой торговый терминал, побольше практикуйтесь и ведите дневник трейдера. Это все, что нужно для достижения успеха в торговле. Если видос был полезен и понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Также буду благодарен вашим комментариям. С вами я прощаюсь, до встречи в моих новых видео. Всем пока.